Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, совет высших сил, совет ангелов-хранителей, как знаки судьбы. И я написала в обложке «Уйти нельзя, остаться» на развилке. И уйти нельзя остаться. Где будем ставить либо запятую в этой фразе, либо точку. Какой-то сложный вопрос, сложная тема, выбор, как уравнение с множеством неизвестных. Давайте узнаем, сделаем с вами расклад и выполним его сразу на 3 колодах ангелов-хранителей. И причем первая колода, это вы ее уже знаете, вы с ней знакомы. Ангелы-хранители на предыдущих основных своих каналах я делаю подобные расклады. И мы будем выполнять сигнификацию или спрашивать, что в данный момент, прямо сейчас у вас происходит, как это влияет на ваш вопрос, да, и чтобы вы могли определиться с тем, насколько подходит вам лично расклад. А вот 2 вторые колоды – это оракулы, мои дорогие. А я их очень редко использую, но тем не менее, ангелы сердца и конкретно ответ от ангелов, совет, да. И мы сегодня попробуем соединить все три колоды ангелов. И я так думаю, подсказки будут. И я допускаю здесь у каждого свой какой-то вопрос. Вообще я выполняю расклад, поскольку одна из подписчиц, очень активных, причем и на предыдущих моих 2 каналах, она оказалась в сложной ситуации. Причем больше это вопрос личной жизни. Стоит ли соглашаться на что-то? Были сложные отношения. Причем с человеком сложным. Ну, прообраз, видимо, как я полагаю, императора. Авторитарный человек. И на самом деле так ведь тоже бывает. С простыми людьми, когда вот, ну, прямо совсем просто. Недаром говорят, простота хуже глупости. Правда? Так вот, может быть, нам и не интересно, а со сложными людьми всегда так. Потому что человек чего-то добился, и он добился сам. Ему пришлось где-то себя ломать, может быть, да. И это, знаете, уже становится его вторым «я». Это влияет и на ход мыслей, на его сознание, на образ жизни, восприятие. То есть и вроде бы есть и любовь, и есть ли что-то доброе, хорошее, но есть уже и те моменты, которые, ну, мы не хотим точно продолжать. Поэтому сложный выбор. А у кого-то, может быть, это вопрос, который касается работы. Поэтому делаем сигнификацию в начале или спросим, что сейчас, прямо вот сейчас происходит в вашей жизни, состояние, в котором вы находитесь или кто вы. Ну вот и выпадает нам 7 земли или 7 пентаклей. Ожидания, мои дорогие, это вы ждете. Вы действительно сейчас на выборе. И непонятно, каким образом разовьются события. И, скорее всего, если вы согласитесь, то, может быть, вы и ждете, что как-то по-новому проявится человек. Я это допускаю. У кого-то по работе обещанное, да, мы тоже ждем. Может быть, проходили собеседование. Перекладывайте на себя, мои дорогие, потому что все же расклад общий. И у каждого своя сфера. Как пульсирующая тема или больной такой вопрос, болевая точка. Но все же наши ожидания присутствуют. Мы размышляем. Конечно, карта имеет и другое значение, что настанет время, и все плоды упадут к нашим ногам. Потому что буквально нам садовник показан, который ждет, пока созреет. Может быть, и мы созреем, но вот кто знает. Но все же, что с вами происходит сейчас? Что за ситуация выбора, что вы чувствуете, или что к этому привело? Ну, тут какие-то отношения по судьбе. Пусть это даже отношения, которые касаются именно вашего рода занятий, деятельности. Все-таки у нас выпадает иерофант, мои дорогие. И вы сами, вот кто вы? Вы человек, для кого важна семья, традиции конкретно. Причем вы не просто человек тот, который достиг уже чего-то, ну и расслабился.
Ну и пусть идет, как идет. Нет, все же по карте Иерофант мы сами все время идем вперед. Стало быть, какова бы ни была ситуация, к примеру, по личной жизни нужно делать этот выбор или какое-то ожидание затянулось. Но помимо личной вашей истории или как вы представляете, тут, кстати, могут быть, ну, такие вот расхождения, как вы представляете семью и обязанности, например, между супругами, как это распределяется. И человек, как это видит, вот тут тоже, вот, будь здоров, какой сложный выбор. А у кого-то это будет касаться, когда, ну вот по работе, да, вы тоже вынуждены или по бизнесу, личное дело, творчество, чему больше уделять внимание. Или как построить вообще свою жизнь, какой-то ежедневный лайн. Почему? Потому что тут, даже если мы что-то, как выбор делаем в личной жизни, а есть еще какие-то наши планы, желания, цели, намерения. И соглашаясь, может быть, с чем-то, это значит, нам придется и другие сферы нашей активности пересмотреть. Но если моя личная жизнь о любви, ну, не случайно было знакомство, может быть, у кого-то, я могу такое предположить, раз выпадает аркан Иерофант, это была практически семья. Или вы были, ваши отношения были оформлены, вы были в браке, или пусть это не было даже оформлено юридически, но это какая-то долгая история. Вы за это время, ну, стали практически родными людьми. Ладно, так что же происходит у вас сейчас? Ну вот смотрите, почему нам сразу говорят, затянулось какое-то ожидание. Жалко бросить, жалко оставить, жалко, не могу отказаться. Вы пытаетесь все контролировать. С одной стороны, ну где-то и вы можете быть как под гнетом контроля, мои дорогие. И вы несколько подустали, потому что ваша жизнь не меняется. Это вас контролирует. Причем настолько контролирует, вот как эта девушка на сундучке. Так еще мы как будто в этом сундучке можем чувствовать. Тут по-разному, конечно. Но все же карта, метафора, аллегория. Мы можем себя чувствовать как заложниками. И попробуй рыкнись. Нет, тут ничего не получается. Может быть, это и вы. Меня разные люди смотрят. Это вы пытаетесь контролировать, потому что вы считаете, вот так правильно, так по традициям. Здесь может быть, мои дорогие, какая-то и сложная история любви, потому что традиции, менталитет между двумя людьми совершенно разные. И пусть вы принадлежите к одному даже менталитету, о семье, о воспитании. И за какой-то период вашей жизни каждый из нас все равно, вольно или невольно, самовоспитанием занимается, правда? То есть формируются какие-то наши постулаты, взгляды на жизнь, то, что для нас приемлемо и категорически нет. Вот в этом тоже может быть какая-то заминка. И даже если все хорошо, а это вот мы говорим, одиночество вдвоем, откуда оно берется? А вот оно оттуда и берется. Вроде и традиции есть, вроде очень часто бывает так, что финансовая составляющая, материальная составляющая, она тоже вроде бы, ну, в наше сложное время, тем не менее, она идет стабильно. Нет здесь каких-то очень таких глобальных задач. То есть все, если есть минусы, все это поправимо. Но, наверное, вот этот контроль не дает полета душе, мои дорогие. Так что же за состояние, в котором вы находитесь прямо сейчас? Вот сам по себе баланс, мои дорогие, вы пытаетесь держать, потому что вот словно этой девочке никак нельзя ни вправо, ни влево оступиться. Вроде душа зовет вперед, а тем не менее выбор затянулся. Вот все 4 карты. И есть тут то, что на вас, ну, буквально давит. Но вот смотрите, те, кто меня смотрит, хочется легкости. И нулевой аркан в этой колоде называется волшебным образом. Мечтатель, мои дорогие. Банальной колоде классической. Дурак или шут, а здесь мечтательным ребенок. Показан девочка, которая гонится за бабочкой. Вот, наверное, как эффект бабочки, может быть, и в вашей жизни произошли изменения, которые были связаны даже с событиями непреодолимой силы. Это обстоятельства, которые вы не могли изменить в один момент от какого-то известия или случилось какое-то действие. Ну все, ты тут не можешь действовать как прежде или жить как раньше, потому что новая точка отсчета. Не мы ее инициировали, но тем не менее
Мы оказались в этих условиях, и нам приходится с этим как-то взаимодействовать. Как в физике эффект бабочки. Здесь будут еще, знаете, у вас сейчас даже будут, почему я так говорю, потому что уже как бы в сторону будущего, мои дорогие, и нового чего-то. Тем не менее, нам говорят карты. И ведь это колода ангелов-хранителей. Вот как будто вы-то смотрите в будущее. Ангел вас бережет. Не в каждой карте вы будете видеть изображение ангелов. Вот этот выбор, посмотрите, на заднем плане ангел присутствует. Но тут может быть, да, какой-то серьезный выбор. То есть это как что-то судьбоносное. И понятно, что старший аркан Иерофант, он тоже нам представлен в виде девы. Ну, наверное, как Ляпапеса. Это итальянские колоды у меня. И прообраз Иерофанта, это когда-то первая карта была Ляпапеса, согласно историческому факту, который скрывается. Я сейчас это не обсуждаю, но по сути дела мы учимся себя сохранять. Мы учимся быть мудрыми, правильно разрешить какую-то неразрешимую ситуацию. И если мы говорим пару слов о Ляпапесе, вот это много веков тому назад во главе католической церкви стояла именно женщина, а не мужчина. И не останавливаюсь на этом факте, опять же, потому что исторически, поверьте, я искала информацию и самую разную, и не только в поисковых системах, и настолько противоречивые факты, но это на самом деле было, хоть официальная история и умалчивает. Тем не менее, всячески популяризировано, сняты фильмы, написаны книги, что, чего, то есть это все версии. Э, Женщина, тем не менее, она, конечно, скрывала под мужским платьем свое женское естество, но это ей не помешало получить высокий чин. И годы ее правления были отмечены, это совсем немного, около 2,5 лет, знаете, справедливостью, мудростью. Она хранила тайну. Вот вы тоже можете какую-то тайну хранить. Вот к чему я эту историю, детали этой истории я рассказала. У вас есть какая-то и тайна. Может быть, вы где-то допускаете, что и вы о человеке чего-то не знаете. Или понимаете, что я могу себе навредить. Вот, видимо, как-то ля-папесса, мы должны себе не навредить. Вот я могу сказать, что наш расклад, мои дорогие, именно будет строиться с позиции, как сделать для себя вот этот выбор очень сложный, с большими плюсами и меньшими минусами. Но идти вперед придется. И будьте внимательны к информации. Эффект бабочки я начала говорить. Но это как в физике. Есть такая теория, что от взмаха крыльев бабочки на другом конце континента создается волна, которая так или иначе дойдет и до нас. Может быть, это именно связано где-то с информацией. Это связано с тем, что мир меняется. И мы это тоже здесь, с одной стороны, понимаем, что перед нами какие-то возможности открываются, и мы себя, ну, хотим не забыть как минимум, но есть еще и, знаете, первые шаги. Здесь нельзя действительно себе навредить. И вот как поддержка или защита– это вот знаки высших сил. Ну, давайте будем с вами узнавать. И сейчас мы с вами на колоде Оракула достанем 3 карты. Уйти нельзя, остаться. Под словом «уйти» я вот эти карты сложу. Кому, ну, где-то ситуация откликается, да. И, кстати, вот я карты сложила, мои дорогие. Смотрите, на дне колоды 2 десятки. Сложный выбор, правда. Но все-таки остановлюсь, поскольку увидела. Если бы не увидела, другой разговор бы был, правда? Но вот есть какие-то разочарования. И ангелы словно утешают. И я говорила, не в каждой карте есть изображение ангелов, а тут 2. Выздоровление, мои дорогие. Вот вы должны выздороветь. Смотрите, все-таки прошлое оставляем в прошлом. Это не значит, что мы однозначно отказываемся. Но вы не должны какую-то ошибку повторить, это точно. Но и быть счастливым– это ваша основная задача. А вот вам и император, мои дорогие. Да, есть какой-то
человек, может быть, который... Ну, кстати, я говорила о сложных людях, да, и часто ими бывают люди, которые не просто чего-то добились, а занимают ответственные посты или вынуждены, пусть даже в рамках собственных полномочий, но это мера ответственности огромная. Это лидер у нас всегда, это работники структуры, да, вот такой император. Ну и вот что-то подобное человек невольно или вольно переносит тоже и в личную жизнь. Сложновато с такими. Ну, у вас какой-то переходный, судьбоносный момент, волшебный вообще. Все карты нам о чем-то таком. И вот смотрите, король мечей, это очень часто и есть. Нам тут даже буквально как личность, эксперт, да, это респектабельная какая-то личность, это человек, который многого добился. Тот, который как будто знает, как решить многие вопросы. Это уверенный в себе человек. Но, как часто такое бывает у королей мечей, хотя мы можем где-то связать с гороскопами, это знаки зодиака, стихии воздуха, хотя совсем не обязательно. Ну, может быть, асцендент человек имеет. Но вот в таких энергиях, когда человек находится, насколько ему удается, допустим, его продвижение личное, да, или построить карьеру, настолько сложно ему будет принять чувства, мои дорогие, жить чувствами, научиться, может быть. И в то же время есть что-то очень доброе, хорошее, как воспоминание, как бабочки в животе, мои дорогие, или какой-то конфетно-букетный период. Дальше не перебираю, то мы ни один расклад с вами не сделаем, точнее, ни одну позицию. И можно так до конца все. Ну, вот карты как-то так ложатся, да, в одно какую-то красивую палитру, последовательно. То есть логика какая-то. И аркан влюбленный. Тут действительно уйти нельзя, остаться. Попробуй разбери. А про что нам? И этот оракул, мои дорогие ангелы сердца. Что нам подскажет сердце, ангелы сердца? Совет ангелов, совет высших сил. Приготовьтесь на всякий случай к тому, что значение этих карт может быть безапелляционным. Честно говоря, поэтому я редко использую эту колоду. Уйти нельзя. Остаться. И если более или менее понятно нам уйти и остаться, да? Уйти — это значит от чего-то отказаться. Перекладывайте на вашу ситуацию. Ну, остаться — это все равно, что согласиться. Мы откроем сразу 3 карты. Да? Очень интересно. А вот что такое нельзя? И мы его назовем период ожидания, наблюдения, вашего размышления. Ну, или как вы делаете, может быть, и первые шаги, но позволяете себе или оставляете пространство для маневра. Какой-то новый вариант. Посмотрите. Вот, кстати, новая любовь выпадает нам на нейтральную позицию. И я сейчас скажу по крайним позициям, да, что нам сказали карты. Но вот именно, знаете, новый какой-то человек пробуждает ваши чувства. Вот конкретно так нам говорит карта. Что же нам желает сказать первая карта? Прости и учись, буквально так. То есть иди вперед. Когда вы отпускаете, совет от ангелов сразу, когда вы отпускаете, исцеляете прошлое, вы испытываете больше любви в настоящем. То есть какая-то все-таки, я вижу, ситуация, она не должна повториться. То есть что-то нужно и видоизменить как минимум. И, наверное, как в нашей жизни ничто не бывает так вот легко и просто, то если мы говорим остаться, да, уйти и остаться, отказаться и согласиться, то это привлечение, как бы, да, притягивание, притяжение, мои дорогие. Привлекайте романтическую любовь в полной мере, насладившись этим моментом. Ну, вот такие неоднозначные, да? И я тут вижу, тут действительно даже по ангелам сердца не такой простой выбор. Итак, давайте вот теперь мы с вами дополним, если вы откажетесь. Потом попробуем с вами соединить
И финальным заключительным аккордом достанем еще совет от ангелов на другом оракуле. И спросим, что же как совет, какой они нам дадут. Но если мы рассматриваем ситуацию уйти, да, ведь нам сказали, ну, все-таки, может быть, и простить. Может быть, что-то и себя простить за что-то следует. Может быть, и человека какого-то, да. Но как будто пересмотреть нужно. Пересмотреть отношения. Отношение к работе, отношение к человеку. И, видимо, потом, в последующем видоизменить. Обратите внимание, нам изображены ангелы. Они как парят. А здесь два человека. Земная история. Один успокаивает другого. И значит, есть взаимопонимание, мои дорогие. Я не могу сказать, что мы рвем. И правда, когда мы рвем какие-то... Поэтому, может быть, и сложно сделать выбор, да, вот та сигнификация, которую мы с вами делали. То есть она не дает какого-то прогресса. Она нас больше оставляет все-таки на одном месте. И только последний, нулевой аркан, мечтатель. Все-таки идти к мечте нужно. Но это не значит вот так однозначно, что мы именно рвем отношения, рвем какие-то контакты. Нас ведь тоже ломает. И будь здоров как. Вот что нам скажут карты? Если ты уйдешь, если ты откажешься. Но это будет какое-то твое однозначное решение, ты видишь возможности. Может быть, это вам хочется иного качества жизни. Ну вот давайте узнаем, что же это, как нам еще скажут ангелы-хранители. Так вот я скажу, знаете, с одной стороны, как побудительный мотив вы можете ощущать, даже вы уже могли себе, может быть, вот эта пауза, за время паузы в ваших отношениях или, ну, по работе, когда вы, может быть, даже кто-то написал заявление, или если это бизнес, значит, вы уже какой-то свой проект словно могли тоже оставить, да, оставить, ну, в какой-то там мере, или меньше уделять чему-то внимания. Вроде и контролируете, но в то же время уже понимаете, не, возможны варианты, нужно на что-то другое переключиться. То есть все равно речь идет не о том, что мы пытаемся найти правильное взаимодействие или какие-то важные разговоры, а мы до этого времени пытались именно с чем-то вот разорвать, буквально выйти, уйти, поставить точку, может быть, и попытались даже забыть. Ну, наверное, забыть не получится, нам сразу говорит карта, потому что это будет давлеть над вами. Приготовьтесь к этому. С одной стороны, понимаете, вот как сложный человек, да, или какой-то прессинг, это ваша душа требует того, чтобы, ну, как-то вот совершенно в новом ключе это началось. Потому что контроль, с одной стороны, надоел, с другой стороны, или контроль, или, может быть, там, ну, отсутствие взаимопонимания, именно на нас что-то давлеет. Это какие-то обязанности, это какие-то рамки, это какая-то условность. Но нет движения, самое главное. Мы от этого устали. Мы устали от какой-то многозадачности. Вы знаете, тут ведь может быть еще буквально такая история, когда целый клубок противоречий, даже в личной жизни, когда, ну так сложилось, когда очень много каких-то забот. И, может быть, много забот и на работе, к примеру, да, мы смотрим, если на личную жизнь. И одновременно в личной жизни там тоже какие-то сумятицы, перипетии, многозадачность. В итоге это все в какой-то городе в узел переплелось, и мы-то настолько устали, и мы уже можем сделать тоже ошибки. Вот вы знаете, я тут вижу, что карты нам говорят, нет, ты тут как будто у тебя есть искаженное восприятие. Вот карты, по крайней мере, нам ведь ни одна карта не говорит, что да, уходи. Мы можем, конечно, воспринимать туз жезлов как своего рода такой барьер. Но у тебя сейчас важное решение, это не совсем барьер. Ты должен понимать, что ты сейчас делишь свою жизнь на период до и после. Так что же нам скажут ангелы-хранители? Уходить? И эта карта тоже не говорит однозначно уходить, мои дорогие. У кого-то был обман, у кого-то была некрасивая ситуация, история, у кого-то было даже предательство, ну или, по крайней мере, вы так воспринимаете. Или, знаете, когда человек буквально отвернулся в самую сложную минуту,
Не случайно, посмотрите, двое детей. И девочка маленькая, вот ей очень одиноко. Мальчик сам по себе. И мальчику так вроде бы и ничего. Мы можем быть со стороны любого персонажа. Меня смотрят разные люди, у каждого какая-то своя сложная история. Но девочка воин, меч наготове. Она спит, она уже никого не ждет, ни на что не надеется. И мальчик, тем не менее, видать, боится девочку, так и хочется сказать. Как-то он с тыла подходит. Не тогда, когда девочка бодрствует, а именно когда она заснула. Но совершенно точно, мальчик уже свой выбор 2 раза сделал. Сначала он сделал, когда забрал, по сути, яблоки, потому что мы видим 5 яблок в руках мальчика и только 2 в корзине девочки. Вот теперь крадется, чтобы положить, но мы пока не знаем. Может быть, он все яблоки положит. Или 7 яблок пополам поровну не делится. Поэтому есть какая-то сложная ситуация. Вы сами можете на нее, тем не менее, влиять. Вот это значение ангела говорит о том, что какая-то дистанция может быть преодолена. Мы можем, тем не менее, договориться по этой карте. Но от нас потребуются откровенные разговоры и самим не пребывать в прежних догмах, может быть, отчасти и не в усталости, не вспоминать былое, да, а посмотреть беспристрастно, холодным умом, насколько человек готов откликаться или что-то делить, может быть, и так. Совет от ангелов, вот прямо одна карта. Вот посмотрите, может быть, и есть что делить. Все-таки карта материализма. Хотя нам, знаете, волшебная карта девятка кубков. И в этой колоде конкретно мечты, желания и счастье, феличита. Вот так вот. Но есть тут какая-то счастливая история. И если мы так вот уже конкретно говорим по этим картам, так стоит ли уходить? Стоит ли отказываться? Но, понимаете, как хотите, перекладывайте на себя. Мы можем сказать, что есть что терять. И не обязательно это материализм, а у кого-то буквально. Но мне очень нравится все же вот эта карта. Посмотрите. Все-таки прости себя, прости другого, да. Учись жить, учись по-новому строить прежний союз, может быть, и так. Конечно, сложные ситуации. И я так предполагаю, наш расклад, он в первую очередь подходит для тех, когда вы влияете на эту ситуацию, кто меня смотрит. Может быть, мне это надо было в самом начале сказать, но нам там карты не показывали вот такого однозначного значения. А вот теперь мы это уже видим более отчетливо. Но для тех, кто, предположим, вы уже точно знаете, что возврата к прежней истории, прежним отношениям, прежней работе не будет. Ну нет, это явно расклад не для вас, потому что здесь выбор делаете вы. Заключительный аккорд, он именно за вами. Захотите вы договариваться, захотите вы прощать или нет. Но тут нужно пересмотреть двоим. Здесь не может быть как и игра в одни ворота, но и в то же время это, понимаете, не должно быть какого-то самоотречения. Нет. Здесь, может быть, в вашей паре или в вашей ситуации дана вот это как свыше, ну, обстоятельства подобные для того, чтобы вы сумели для себя какой-то новый фарватер расстроить. Да, сложная ситуация, и я тут вижу первую позицию, которая больше склоняется вот именно как какой-то нейтральной позиции. И тут ведь посмотрите, новая любовь. Хотя прописана новая персона. Может быть, карты желают сказать о том, что что-то по судьбе идет. Мы ведь тоже говорили. Ты тут не можешь вот так вот кардинально от чего-то отказаться. Ты можешь и остаться где-то в одиночестве. Тогда нужно хорошо понимать, что этот выбор сделал именно ты сам. И нам ведь не говорят, что ты отказался, и тогда точно пришла новая любовь. Но, может быть, все 3 карты, да, они говорят о том, что в целом ваша жизнь будет развиваться вот такими, ну, как темпами или какими-то ступенями жизни.
Тут не происходит, знаете, только вот как по нашей воле. И все же я вижу первую позицию, потому что, ну, как прощение, да, вот это, по сути дела, нам говорят о том, что мы можем даже в сложившейся паре или в сложившейся работе, рабочих каких-то отношениях найти взаимопонимание. По крайней мере, попытаться. Вот попытаться, потому что пока нам ну, мы не можем это оставить. Мы не можем это оставить, потому что это нам что-то дорого любимо. Пока в нас еще живут эти отношения или этот человек, как минимум какое-то время должно пройти. Или, может быть, когда вы еще какие-то детали, нюансы узнаете, или когда, может быть, я допускаю, какие-то обстоятельства вас окончательно разведут. И такое тоже может быть. Но мы говорим о моменте прямо сейчас. Если вы вот сейчас делаете выбор, то все эти карты не говорят о том, что мы рвем, ломаем, отказываемся, уходим, хлопнув дверью. Нет, скорее мы тут что-то пересматриваем и договариваемся. Давайте узнаем по второй позиции. То есть нельзя как будто, да, но вот здесь новая любовь, новая персона. Это нам о чем? Совет от ангелов. Но наступает период, даже я выбрав ведь за вами, да, и по рыцарю жезлов будь готов к неожиданностям. И ты тут должен надеяться на самого себя. И если ты действительно веришь в самого себя, мои дорогие, да, есть возможности, безусловно. Но это некоторый жизненный драйв, когда могут быстро развиваться события. Будьте готовы к тому, что даже если вы, мои дорогие, если мы сказали, вот эти 3 карты ангелов сердца, подсказывают, как 3 вехи вашей жизни или 3 ступени. Даже если вы сейчас что-то оставляете, как будто наблюдаете, да, тут, я такое могу допустить, потому что тут что-то нужно трансформировать. Нам с этого, начался весь расклад первой позиции. Ну, значит, шаг за шагом. Как-то и ведет ваша судьба, это как знаки судьбы, ведет вас все равно вперед. Хорошо, так совет от ангелов. Ну вот понимаете, как будто еще одна десятка. Наступит момент, когда вот это прошлое вы будете видеть точно, что это вам не нужно, неинтересно, не может быть продолжено. Или как закрываются какие-то двери. И вот в этот момент не нужно пытаться как бы пытаться открыть еще раз эти двери, понимаете как? Может быть, карты говорят о том, что это завершение будет, и освобождение точно будет. Поэтому даже я могу сказать так. Кто-то ведь согласится, и, допустим, если вы соглашаетесь, то все равно не в полном согласии, да, с условиями некоторыми, когда вы для себя, повторюсь, оставляете пространство для маневра, где-то наблюдение тоже. И если даже вы отказываетесь, вот так вот однозначно и уже подвели какие-то итоги, то тогда будь готов к неожиданностям. И нам ведь не говорят, что новая любовь, да, может пробудить чувства, но нам карта не говорит, что это будет что-то надежное и надолго. Давайте спросим, а что же это ваше состояние, если вы пробудете какое-то время наблюдателем, займете нейтральную позицию? Будет очень много информации, будет много ненадежных людей. Вот, кстати, карта однозначно говорит. Карта даже прописана конфликты, мои дорогие. А я очень часто называю пятерку жезлов как карта информационного хаоса. И соответствие бывает такое людям, которые нам что-то обещают. Знаете, тут может быть даже в вашей жизни какой-то человек или, может быть, это по делу, если вы меня смотрите, да, опять же, перекладывайте, может быть, предложения какие-то. Нас это вдохновило, зацепило, нам уже этого драйва хочется. Мы уже в этом драйве пошли, да, и нам кажется, ну, вообще, красота, так все интересно. Мы захвачены каким-то новым чувством, это точно. Ну, наверное, берегов-то мы особо не видим. Или мы пока не можем точно просчитать намерения человека. А намерений четких по пятерке жезлов никаких. Здесь
Те могут быть люди, которые вам могут что-либо обещать, но никогда за вас ответственность не возьмут. И если мы смотрим первую позицию, здесь, скорее всего, про отношения, про работу, здесь что-то более надежное. Так, совет от ангелов. Ты тут останешься один на один. То есть, понимаете как? Так, совет от ангелов. Вот иногда, несмотря на всю свою положительную динамику, да, и качество самой по себе карты, архетип, карта императрицы вам выпадает. Это очень часто карта говорит: надейся сама на себя или сам на себя. Ты будешь отстраивать свое благополучие, может быть, с нуля, может быть, в одиночку. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, для кого это соответствует по возрасту, намерениям и целям, это могут быть, ну, вопросы материнства тоже. Может быть, и для вас, мои дорогие мужчины, какая-то, может быть, даже вот нейтралитет или новая история, да, вы еще не успели узнать друг друга, но вот уже какие-то обязанности, то есть все три карты, да, чувства есть, восторженность, вдохновление вот этими отношениями, желание, может быть, путешествовать, вместе интересно, но вот как будто может все завершиться с какой-то новости или с какого-то, ну, вот как узнавание, да, так вот тоже бывает, когда, ну, вот все, эта история, понимаем, что дальше либо мы не пойдем, либо история в таком ключе уже, ну, не тянет. И мы полностью вынуждены как брать за самого себя или саму себя ответственность, так, возможно, и за своих детей, за своих близких, за свой быт. То есть все-таки здесь можно расценивать как карту предупреждения. Может быть и так. То есть нужно быть готовым к тому, что вы останетесь один на один. Да, чувства будут. Здесь, знаете, может быть, встреча с таким человеком, который вас научит уважать самого себя или самого себя. Или пусть это будет новая работа, которая тоже вас очень вдохновит. Вам будет этим интересно заниматься. Она раскроет, эта работа, в вас какие-то даже таланты. Вот здесь и таланты какие-то могут раскрыть новые отношения. Но потом все-таки ни одна карта не говорит о стабильности. Будут перемены. Ну, теперь мы рассмотрим с вами остаться, да? И если мы остаемся, привлекаем. Вообще ведь по этой карте нам говорят о том, что, посмотрите, как будто девушка, женщина вдыхает аромат роз и песков. Ну, это как аффирмация, можно сказать, да, такая. И думает о том, что все в моей жизни будет очень хорошо. Но вот какие-то приятные чувства или какие-то более такие позитивное, оптимистичное настроение. Может быть, мы должны сами себя чем-то вдохновить или, понимаете, отойти все же от какой-то прежней истории. Или если мы остаемся в отношениях, на работе, мои дорогие, вы должны какую-то перезагрузку все равно сделать. Вы должны увидеть какие-то плюсы, если вы остаетесь. А вот эти минусы здесь требуют пересмотра. Ну, давайте совет от ангелов. Искусство мелких шагов. И девятка жезлов. Да, здесь есть уже возможность. Здесь по этой карте это мы достигли уже и какого-то, как силы набрали, да, самое время выхода на авансцену. Но чтобы себе не навредить, я и говорю, это искусство мелких шагов. Но как будто все уже готово. У Бога все готово. Есть такая фраза. И, может быть, вы судьбоносные события, не случайная встреча, не случайные какие-то перемены. Перемены, может быть, даже связаны с конкретным человеком. Или это по тем вопросам, которые вы по работе или еще какая-то иная ситуация, вы пытаетесь решить. Тут именно перезагрузки. Перезагрузка. Может быть, мы какое-то время словно за этим забором были. А вот теперь нам, как ангел говорит, пора. Но мы не спешим с места в карьер, и не бежим впереди паровоза, иначе мы рискуем поставить телегу впереди лошади. Куда мы поедем? Здесь что-то
осознанно, мои дорогие. Критическое мышление нам помогает. Еще совет высших сил. Вот где выпадает нулевой аркан мечтателя, мои дорогие. Остаться. Давайте еще достанем. И знаете, это ведь начало доверия и защита. Ну, где-то из возможности, безусловно, не без этого, но мы учимся себя защищать. Вот, кстати. И если, может быть, допустим, касается сложных отношений, сложного человека, мы не можем расслабиться, если мы соглашаемся остаться. Тут где-то и вы, видимо, допустили какой-то ляпсус, мои дорогие, когда вы, ну, отчасти позволили, чтобы поступали вот с нами так, или вы на что-то согласились. Может быть, это было безмолвное согласие, без слов. Мы промолчали. Может быть, в какой-то пункт нашей жизни, в какой-то момент мы должны были это озвучить и постараться быть правильно понятыми. Нам часто бывает недосуг или лень, или мы не можем подобрать слова, или мы просто устали. Мне хочется из пустого в порожнее. Но есть разный тип людей, даже нам кажется, наших близких мы хорошо знаем. А нет, иногда приходится повторять что-то, объяснять. Но не учить кого-то, да, а учиться, вот как нам сказали самим. И учиться быть правильно понятым, мои дорогие. Это для вас будет основа всего. Давайте еще один совет от ангелов-хранителей. Семья, любовь, радость. Мне нечего добавить, мои дорогие, правда. Если эта ситуация рабочая, ну, тогда перекладывайте это, знаете, это и обустройство, ну, может быть, вашей какой-то рабочей ситуации. Это какой-то, безусловно, баланс, это какие-то возможности, это может быть и работа в команде, но все равно в плане благополучия это и рост доходов, и все равно вы какие-то возможности. Тут себя нужно перестраивать. Давайте узнаем заключительным вопросом совет высших сил, в каком направлении, или давайте мы как знак судьбы с вами достанем карту оракула. Что будет дальше? Какой знак судьбы? Уйти, отказаться. Эта ситуация улучшится, мои дорогие. Вы видите, может быть, и правда немножко искаженно. Есть все равно, пусть вы даже вас... Вот я, к сожалению, не знаю вашего имени, потому что моя дорогая подписчица, которая вот дала как бы импульс этому раскладу, просто ник ок. Так вот, вы знаете, вам себя нужно перестроить тоже. Что-то все равно, оно должно остаться. И само по себе будет улучшение. Мы как тут всплываем со дна, мои дорогие, правда? Дорога к свету. Вот такое вот однозначно. Но это не исключает каких-то очень важных разговоров, да? Все то, что я проговорила, я уже не повторяю. Хорошо. Нельзя. То есть нейтральная позиция, когда вы все-таки, может быть, и наблюдаете, или, может быть, это вот как между прошлым и будущим, что нам знак судьбы, что будет дальше, карта оракула. Действуй. Но, видимо, действия я тут вижу у каждого как-то по-своему, понимаете, вот тоже как будто путеводная звезда. Но тогда все то, что я говорила, если ты уверен в себе, если ты уверен, что точно ты не можешь остаться, тогда действуй. Но будь готов как или готова как и к неожиданностям, так и надейся сама на себя. Да, тут по аркану императрица, тут я говорила, можно раскрыть таланты. Или, ну, значит, какие-то новые отношения, они тоже будут отчасти судьбоносными. Но придется не так просто. Вот этот момент примите тоже во внимание. И остаться давайте с вами. Узнаем, что же нам скажет карта оракула. Так что же будет дальше? Хотя здесь уже ответ очевиден.
Очень однозначно с нами сегодня говорят карты «Мирное решение». Ну, наверное, это все то, что я долгое время говорила. Мне хочется заключительную карту, да. Вот загадайте, мои дорогие, какой-то свой вопрос. Я сейчас достану одну карту. Может быть, есть все равно это какая-то кульминация, то, что вас беспокоит. Или если вы не получили ответ на свою тему по волнующему вопросу, то вы его сейчас сформулируйте наиболее четко, сведите как к минимуму, да, к наиболее краткому, а я достаю карту. Кому недостаточно времени, поставьте на паузу. Итак, что? Главный совет от ангелов. Однозначно говорят карты о том, что вы должны как больше знать или лучше быть проинформированы. Отчасти я уже об этом говорила, да, и первая карта, что очень примечательно, прости и учись. И здесь-то тоже, да, как будто мы привлекаем наши мысли, они формируют наше будущее завтра, мои дорогие. И, видимо, вы находитесь в том жизненном отрезке пути, когда для вас это будет важно принимать во внимание не просто как что-то абстрактное, а реальность. Да, мы тоже учимся, мои дорогие. И я уже говорила о том, что быть правильно понятым. И, может быть, эта карта для кого-то из вас будет означать, что именно вы должны какие-то важные беседы, да, провести. Или вот нет чего-то однозначного, но и вы-то должны как будто больше информации найти. Может быть, перед каким-то очень важным решением. Потому что вы можете отказаться, тут ведь тоже карты говорили так, и потом об этом сожалеть. То есть одно дело где-то мы можем видеть мир и в белых, и в черных тонах, а все ведь зависит от нашего восприятия. Карта напрямую говорит, что ты должен быть информирован лучше. А для чего вот это все, мои дорогие? Продолжай так. Ну, я думаю, я уже не достаю карты, вот понимаете. Может быть, продолжай вот именно больше, да. Я не вижу, что рви тут все и начинай с нуля, да. У нас, я не случайно говорила, нулевой аркан у нас выпадает именно по последней позиции. И все то, что я сказала, все то, что мы рассмотрели, видимо, для вас имеет какое-то принципиальное, мои дорогие, значение, потому что все-таки, я вижу, продолжение следует. Но это не безмолвное согласие, не то согласие, когда мы, ну, просто как прежде возвращаемся к чему-то прошлому. Нет, мы пытаемся и быть лучше понятым, мы пытаемся анализировать наши отношения, мы пытаемся не повторить какую-то историю, мы просто более осознанные. Но мы не рвем, мы это продолжаем для того, чтобы быть счастливым. Правда, вот даже не зная карт, нам уже рассказали, я думаю, достаточно запутанную какую-то историю и карты советов от ангелов, причем и оракул, и сам по себе, сама точнее по себе колода ангелов-хранителей нам дали подсказки, как же правильно поступить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за ваши волшебные комментарии, за ваше участие в развитии моего канала. Я так думаю, что именно на канале Таро Нейма собрались единомышленники, да. На прежних двух каналах там немножко разрознено более, потому что по знакам зодиака там в основном видео, хотя и там многие оттуда ко мне пришли, да. И значит, эти расклады для кого-то из вас откликаются. И знаете, вы мое вдохновение. Я очень рада, что у нас получается сформировать наш такой вот кружок по интересам или наше сообщество. И оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.